Сегодня мы отправимся в путешествие по заброшенным деревням северо-восточной части Латвии. Многие дома стоят заброшенными уже десятки лет, а некоторые из них скрывают в себе много интересного. Приятного просмотра! Здесь трава частично покошена, но видно то, что здания заброшенные, уже очень покосившиеся от времени. Там сараи, а вот и сам дом. Честно, я буду очень удивлен, если в нем кто-то проживает. А вот, похоже, и первый интересный дом за сегодня. Входная дверь была закрыта на замок, но здесь оказалось открытое окно. И внутри, судя по всему, никто не живет. Спаленка. Плакаты с девушками висят на стене. Плакат с военными. 10. Возможно, это был 2010 года, а вот 2008 год. Интересные часы настенные. Часы-маяк. И мне не нравится, как подо мной скрипит пол. Полочка с книгами. Водка. Но какого года, непонятно. Разные зажигалки. Да, это самые разные зажигалки лежат. Такой кролик лежит. Игрушки детские. Картина. И шкаф с одеждой. Телевизор, кстати, довольно современный. И вот еще один календарь. Непонятно за какой год, конечно. Но, судя по тому календарю, который висел там на стене. А вот еще один календарь. Но год здесь тоже не видно. Один календарь 2008 года я нашел. И судя по состоянию, вполне возможно, что как раз в 2008 здесь все и забросили. С печки снята металлическая плита. Здесь по дому и видно, что побывали мародеры. Посуда, баночки, чайничек. Еще одна комната, но здесь обвалился потолок. Тут даже ходить опасно. Даже шкафчики провалились под пол. Время, конечно, убивает все. Разная посуда, бутылки, книжки. Колонка музыкальная. Шкаф. Тоже с одеждой.
Швейная машинка стоит. Полностью в рабочем состоянии. Можно шить. Интересно, что это за машинка, но судя по этому узору, я так подозреваю, что это швейная машинка Орша. Я такую уже встречал в одном заброшенном доме. Печатная машинка, компьютер и монитор. Да, видно, что этот хутор уже довольно современный. Интересное висит пальто. А здесь, в принципе, ничего интересного. Я не думаю, что тут будет что-то интересное, потому что все уже разворовали. Какой-то очень неприятный запах исходит из этого комодика. Может быть, тут даже какое-то животное умерло. Детская курточка. И надпись 99-го года на стене. Кушаем арбуз, который вырастили сами. В 99-м году здесь кипела жизнь. Тарелочки, разная кухонная утварь. Еды здесь тоже уже не осталось. Это прихожая. В прихожей все в паутине. Разные баночки, бутылочки. И тут кладовка. Проводов много лежит. Наверное, они из алюминия, если их не своровали до сих пор. Очень много стоит бутылок от алкоголя. Прямо очень много. Вот во многих деревнях можно частенько найти бутылки от алкоголя. Банки из-под пива целое ведро. А вот, в общем-то, и входная дверь, которая закрыта на замок. Но замок весь ржавый. Я думаю, что здесь действительно давно никого не было. Ну что ж, такой вот первый домик, который меня порадовал. А мы отправляемся на поиски следующего интересного дома. Буквально в 500 метрах от того дома находится жилой хутор. Здесь покошенная трава, все ухоженное. Если кто-то будет дома, попробую постучать, пообщаться со здешними жителями. И дома пустые остаются. Земли еще кто-то купит, а дома такие остаются пустые, никому не нужны. Угу. То есть может быть такое, что земля рядом вспахана, там что-то растет, а дома как бы заброшенные стоят? Да, ухоженные, да, земли там косят, люди вот так и обрабатывают земли, а хутора пустые. Ну да. Я тут видел несколько хуторов, наверное, где-то 5 уже. Там зашел вовнутрь, там 2004-2005 год, и самое свежее 14-й заброшенный нашел. Ну да. Так люди по одному уходят, это и мы тут остались такие тут, ну, уже до пенсии уже пару лет, и потом люди тоже так стареют, кто уходит в город, а кто умирает. Ну, так. Ну да. Ага. А дети все уезжают за границу, все. Угу. А как вот вообще тут живется за городом, так без интернета в глуши? Нет, есть интернет. Есть, да? Да, Ага. есть. А магазины вот, наверное, далеко очень? Магазин 4 километра, да. Ну так, ничего. Не жалуемся. Ага. Иду по такому красивому полю к следующему дому.
который виднеется там вдалеке, похож тоже на заброшенный. В общем-то, как мне сказала бабушка, которую я встретил на прошлом хуторе, то, что часто бывает так, что покупают земли, за ними следят, что-то выращивают. Вот это, по-моему, пшеница. И выращивать-то выращивают, а вот за старыми домиками, где люди умерли или уехали в город, уже не следят. И домики приходят в запустение. Хочу порекомендовать вам канал «Искатель Евген». Здесь вам предстоит увидеть жуткие локации. Ночь в палатке на кладбище, заброшенное подземелье, съемки настоящей ведьмы, заброшенные психбольницы, морги и подвалы и многое другое. Канал реально страшный и производит впечатление просмотра настоящих фильмов ужасов. Ссылка будет в описании. А вот и сам дом. Выглядит как заброшенный. Входная дверь. Видно, что кто-то снял замок, сломал когда-то. Так, вроде бы открыто. Этот дом выглядит уже не таким разграбленным. Саночки висят на стене. Сельскохозяйственные инструменты разные, одежда. Канистра, интересно, полная? Нет, канистра пустая. Многие, кстати, на входе в дом вешали ножовки. Раньше была такая примета. Так, комната. Тут довольно аккуратно все уже, кстати. Интересный домик. Печка неразобранная. Стол. Одежда даже висит. Как мне рассказал мужик с прошлого дома, сюда приехал какой-то иностранец и хотел в этих домах делать реконструкцию. Привести все в порядок и оставить их в таком состоянии, как они были раньше, с такими же вещами, и как такой небольшой музей сделать. Но что-то пошло не по плану, и в итоге эти дома оказались заброшенными. Здесь, кстати, интересные картинки с автомобилями. Старые машины, наверное, 80-х годов. Так, электричество. А, ну здесь нету лампочки. Следующая комнатка. Здесь сразу две кровати. Ваза. Газеты на английском языке. Вероятно, это как раз тот иностранец их сюда поставил. Очень ухоженно все. Маленькая вазочка такая интересная. Какая-то жуткая картина. Женщина в белом платье висит на балке. Газета, интересно, какого года? 2017 года газета, довольно свежая. Печка. Если не ошибаюсь, это такой маленький телевизор был раньше.
стоит он на такой интересной полочке. Кровати. Да, этот домик уже интересный. В общем, такой вот интересный домик подсказал мне местный житель. Огромное ему спасибо. Вот. А мы направляемся дальше в поисках новых заброшенных хуторов. В общем, пока гулял по заброшенным деревням, уже почти стемнело. И пришел я на такую лесную поляну. И здесь стоит дом. Видно, что заброшенный. Рядом еще сарай. Заглянем в сарай. Дверь открыта нараспашку. В сарае лежат дрова. Возможно, он даже частично действующий. Домик, кстати, совсем небольшой. И входная дверь закрыта. Видно, кто-то пытался разбить стекло. Электричества в доме нету. И все заросло травой вокруг. К сожалению, занавески, ничего не видно. Что внутри? А вот и, похоже, открытое окно. Что-то интересное внутри. Такой дом внутри. Довольно хорошо сохранившийся. Газеты. Интересно, какой год на них будет. Ой, как они слиплись от времени. Наверное, модный журнальчик. Еще какая-то развлекательная газета. Разные плакаты. А, это были обложки журналов. Да, это обложки журналов. Цена 25 сантимов. На стене висят календарики. Опять же, какой год, непонятно. А вот плакат о конном спорте 90-го года. Люди, кто здесь жили, вероятно, увлекались конным спортом, потому что здесь много таких плакатов про лошадей. Полочки. Книжки. Книжки в основном на латышском языке. Ящички. Лекарства. Годен до 90-го года, что ли? Непонятно, но вроде как срок годности оканчивается 90-м годом. Значит, здесь давно никто не был. Пластинки. Шкафчик с музыкальными пластинками.
Здесь их довольно много. Богатые и бедные. Музыка дискоклуб. София Ротау. Пластинки на самый разный вкус. Ботиночки, перчаточка, туфля. Ничего примечательного. Кстати, довольно красивое трюмо. Статуя ястреба. И все в паутине. Кувшинчики, бочечка и свечка. Здесь тоже лежат книжки. Книжка для колхозников и крестьян. Про сельскохозяйственные машины и инструменты. Книжка 25-го года. Про тоже сельское хозяйство. Книжка про тракторы. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Вот раньше, когда не было интернета, вся информация была в книжках. Интересная коробочка, но внутри пустая. Больше тут ничего нету. Так, шкафчик. Сколько посуды. Разные красивые чайнички. Стаканчики, рюмочки. И все покрытое паутиной. Аудиокассеты даже есть. И часы. Часы-будильник. Но относительно современные. И еще одни часы. Такая коробочка. Возможно, это были духи. А нет. Это для соли. Так. А что же у нас в нижнем шкафчике? А в нижнем шкафчике еще много посуды. Посуда, посуда. Что-то для шитья, нитки, иголки. Ну, посуда вроде самая обычная. Не думаю, что здесь будет что-то интересное. Все тарелки примерно одинаковые, вот с такими украшениями. Кстати, вот сразу не заметил. Различные плакаты на стенах. Интересные. Кстати, у изголовья кровати висят не часы, а тарелка. Как-то интересно. Тут тоже всевозможные книжки. Природоведение для 4 класса. Возможно, тут жили также и дети. Цветы. Цветы искусственные. Это я вначале удивился, почему они не завяли от времени. Так, тут стоят такие интересные еще часы. Может быть, даже такие антикварные. Часы янтарь красного цвета. Бутылки от пива 94-го года.
весьма интересная. На шкафу тоже книги. Шкаф довольно пустой. Обычно в таких домах много одежды в шкафу, а здесь все пусто. Возможно, хозяева забрали одежду, когда уезжали. Комодик. Красивый комодик очень, но ручек у него нету, и каждый ящик заперт на ключ. А вот нижний, может быть, будет открыт. Все равно не поддается. Не буду мучить комодик. Не думаю, что там будет что-то стоящее. А вот это, судя по всему, была детская кроватка. Следующая комната. Входная дверь. Здесь опять же паутина. Она так хорошо, может, не видна на камере. Но вот здесь висит небольшая муха на ней. Вот. Так. Газовая плита. Довольно современная. Шкаф. Целый мешок спичек. В шкафу снова кружечки, чашечки, стаканчики, рюмочки, чайнички довольно красивые. И даже осталась еда немножко. Ну как еда, соль. И в принципе-то и все. Может, какие-то крупы, если покопаться глубже. Много бутылок от алкоголя пустых, как и в любом заброшенном доме. Детская коляска. И вроде как даже старого типа. И в ней чемоданчик. И внутри не пустой. Какие-то украшения. Вряд ли, конечно, золотые. Интересные украшения. Так. Здесь какие-то документы. Что-то про электричество. Журнальчик про велосипеды. Мототрасса. Записка. Корова откусила волку ногу. Что делать? Дальше я не очень хорошо знаю латышский, чтобы перевести. Если любишь Марту, или Марта любит Иво, это какая-то... это интересная ситуация. Ничего не понял. Так, журнал для женщин старый. Может быть, здесь будет год хотя бы? Но что-то я его тут не вижу. А ну-ка посмотрим в конце журнала. Октябрь, а года нету. В принципе, на этом папочка и заканчивается. Еще в коляске лежит детская кукла разобранная. И печка. Печка целая. Судя по моей карте, здесь недалеко находятся жилые хутора. И, возможно, именно поэтому мародеры не тронули это место. Бутылки. Сколько приборов столовых. И бутылок пустых. А здесь шкаф прямо ломится от пустых мешков. Уксус.
98-го года. А больше тут ничего интересного нету. Ну посмотрим бутылку водки, может быть, будет опять же дата. Но здесь даты нету. Так, это стоит что-то интересное. Возможно, стиральная машинка. Можете поправить меня в комментариях, если я не прав. Так, разобранная детская кровать, сапоги. Это кладовка. Это такая небольшая кладовочка. И одежда. Интересный дом, конечно. Не разграбленный. Хоть и относительно современный, но весьма меня порадовал.